Народ, всем салют, снова рад вас приветствовать. Я у Андрея, многие его знают. Для тех, кто не знает, он сейчас представится, расскажет немножко о себе. А мы с ним постараемся сейчас составить на основании его опыта топ-10 самых популярных, неприхотливых и продаваемых рыбок. Ну, если, конечно, это совместимо, сейчас Андрей нам это все расскажет. Поэтому, как обычно, чай, печеньки, усаживайтесь поудобнее и поехали. Здравствуйте, зовут меня Андрей, многие уже меня знают. Вася, спасибо, он меня снимает довольно часто на камеру. Занимаюсь я рыбами уже где-то 40 с хвостиком лет, из них почти 40 профессионально. То есть я с детства начал разводить рыбок, еще таких ширм тогда у меня не было. Это считалось роскошью в 80-х, в начале 80-х годов. Я ездил с 2 трехлитровыми баночками на птичий рынок в Харькове, продавал рыбок, которых я развел. Первые, конечно, были живородки и Данио Релио. Затем, вот тогда только в Харькове появились, завезли к нам в Харьков попугайчиков, пельмотохромис тогда они назывались. Сейчас это пельвикохромис по новой систематике. Раньше пельмотохромис назывались, и они у меня терестились. Отсюда у меня на всю жизнь любовь к цихлидам, это же цихлидки, хоть и довольно мирные же. Я потом очень много лет занимался разведением малавийских цихлид и танганики. Вся жизнь в А аквариуме. так, в принципе, без аквариума не могу почти все время. Начинал, брал как бы для души, потом аквариумы имеют свойство размножаться, поэтому брал один аквариум, потом добавлялись 2, 3, 5 и так. Аквариум не бывает один, он бывает первым. Да, имеют свойство размножаться, поэтому аквариум. И на основании своего опыта, кому вы отдадите 10 место? Ну, я думаю, что 10 место сейчас золотые рыбки разновидности. Валихвосты, телескопы. На 9 месте кто у нас? На 9-м. Ну, на 9 я бы отнес харацинок, даже включая неонов. Пока глошек не было, неоны у нас были очень популярны. Сейчас они популярны, но не настолько. Но это, конечно, я сужу только по своим продажам. Естественно, Сейчас на основании только я ж не своего могу опыта. говорить за Да, всех. да, да. Это я только за себя говорю. 8 место я бы отдал таким живородкам, как меченосцы и малинезии. В принципе, они одинаково идут. 7 место, я думаю, это барбусы. Причем не только самые распространенные суматранские, глошки и их вариации. Ну вот у меня были, вот сейчас закончились огненные барбусы, алые барбусы. Особенно люди старшего поколения, то есть моего возраста, помнят по детству, насколько они красивые вырастают, и в принципе хорошо они продавались. Хотя малек у них вообще никакой, они приятного цвета асфальта, то есть серенькие. Затем самцы просто непередаваемого окраса у них становятся, что у огненных барбусов классических, что у алых барбусов. 6, я думаю, скалярии, потому что это всегда, что в моем детстве эта рыба была популярна, что и сейчас, несмотря на количество экзотики и глошек, скалярии. Держит свою марку. Да, молодцы, держат, да. На 5 месте у нас кто месте разместился? я бы поставил лабиринтовых. Как петушков, так и всех вот этих гурами, лялиусов, лялиуса, макропода. Да. макроподов даже, да. Просто петушок, это вот человек приходит, говорит, дайте мне моему сыну, внуку, вот, жене одну рыбку, чтобы ей ничего не надо было, чтобы она вот такой баночке жила. В И бокальчике, все. да. Ну, я, конечно, даю петушка. Предлагаю макроподов, те еще более крепкие. Ну, всем нравятся петушки. И там уже многие слышали о них. И еще вот эти вот, ребята, вот эти круглые аквариумы, поверьте, их разработали для петушков. Никак не для золотых рыбок. Ну, и вот в фильмах увидели, в рюмке там сидит золотая рыбка. Да, ее просто посадили в этот аквариум, круглый или бокал, сняли и выпустили в нормальный аквариум. Золотым рыбкам нужен и воздух, и фильтрация воды хорошая. Обогрев не обязательно, в принципе, они выдерживают значительное понижение температуры. А вот этот круглый аквариум, чтобы там комфортно себя чувствовать, допустим, там 2 литра, туда посадить одного самца-петушка. Он красивый, вот тут это вот петушок. Его цветовых вариаций бывает очень много. Вот это мальчик петушка. Девочки у них тоже яркие, но у них не бывает длинных плавников. То есть плавнички короткие. Держать либо от петушков одного мальчика, либо мальчика и 2, 3, 4 девочки. Если в маленьком объеме пара, 90%, что пацан убивает девку. Когда девочек несколько, а еще если бросить сверху какое-то укрытие, там травку типа роголистника, растение аквариумное точнее,
типа рогалистника, тут, чтобы самочки могли прятаться, тогда можно 2-3 самочки, и прекрасно. 2 самца в аквариуме несовместимы. Ну, это разве что там у вас 100 литров, где они зависнут по углам, и все. А в маленьких объемах 2 самца несовместимо. В Таиланде, во Вьетнаме даже бои с тотализатором применяют, где самцы, бойцовый петушок, второе название бойцовая рыбка, устраивают бои. Многие говорят: о, петушок. Не-не-не, нам не подходит, он агрессивный. Вот, пожалуйста, сидит с Данио в маленьком объеме, подростки петушков, никого не трогают. Вот, это уже не маленькие, это уже подростки определяются. То есть миф о том, что петушки, название бойцовая рыбка всех смущает, они между собой дерутся, их нельзя держать с валиуми, гуппи, нельзя держать с волехвостами, телескопами, то есть с той рыбой, которую медлительной. Также нельзя держать их с эхлидами или такими активными рыбами, как суматранский барбус, которые будут общипывать медлительных петушков. 4 место. Я думаю, что это, конечно же, малавийские цихлиды. Они яркие, наравне с глошками, сразу бросаются все к малавийским цихлидам. Но эта рыба агрессивная и непредсказуемая, с характером. Вот они красивые, яркие. Аквариум с ними смотрится как морской. На 3 место я несу гуппи. Гуппешка испокон веков считалась самой простой рыбой. Но я скажу, что это далеко не так. Гуппешка, особенно если породистая, является очень капризной рыбкой. Если гуппешка родилась у вас, привыкла к вашим условиям, то она становится неубиваемой. То есть она привыкла к вашим условиям. Если, допустим, вот говорите: вот что такое гуппешка неубиваемая, этот миф родился из-за того, что она легко размножается, плодится легко, это живородящая рыбка. А вот если, допустим, вот что такое купила, они потухли. Значит, условия не подошли, она далеко не простая. Гуппешка одна из первых рыб, которая реагирует на состав воды, на болячки, ну и так далее. На 2 место я отнесу, конечно, Тернеция гло. Сейчас вообще она очень-очень популярна. Да. То есть тут уже мои комментарии излишни. Все знают эту рыбку. Крепкая. Вот у нас люди уезжали из Харькова несколько месяцев. Приехали, и никто рыбу не кормил. Освещения у многих не было. У тех, у кого стекла остались целые, выжило по несколько рыбок. Это, как обычно, Тернеция гло и анциструсы. Вот это вот анциструсы почему? Потому что питались трупиками других рыбок и обрастаниями. А тернеция, ну, по-моему, это очень крепкая рыба. Ну, на 1 месте, конечно же, Данио гло. Самая крепкая рыбка. То есть, если просят, дайте что-нибудь неубиваемое. Я спрашиваю, какие условия? Если говорят, воздух есть, обогрев есть, нет, это для них не очень важно, я сразу предлагаю Данио. Это стайная рыбка, сразу говорю, если аквариум у вас 10 литров, то будет 5 штук достаточно. Если у вас 20 с плюсом, 20 и больше литров, то уже вам надо брать десяток. Потому что 5 штук вы даже в 20-25 литров будете очень долго искать. Ну вот, ребята, Андрей поделился своим опытом, рассказал о самых популярных и продаваемых рыбках. А вы в комментариях напишите, какие у вас популярные, неприхотливые и продаваемые рыбки. Надеюсь, это видео было вам полезным. У нас все, до новых встреч, пока-пока.